вами И сегодняшняя тема — Аве Мария или реальность 2026. Я решил записать этот ролик, потому что книгу, которую я прочитал перед тем, как посмотрел фильм, и которую я очень долго ждал, когда фильм выйдет, она, конечно, вскрыла очень много интересных событий, которые нас ожидают. И наблюдая и следя за фантастикой, начиная с 80-х годов, даже раньше, кто смотрел Кубрика, знает, многие вещи были. «Тайна багровых туч» по книге Клушанцева тоже показала все. И также замечательная книга Энди Уэйра «Аве Мария», которая в этом году получила фильм с Гослингом. И я считаю, что это прорыв фантастики и, собственно говоря, один из лучших фильмов с момента «Интерстеллара». Это тоже научно-фантастический фильм, глубокий. Книга еще более фантастична и более научна. Понятно, что он адаптирован был для Гослинга. Вкратце расскажу, о чем мы сегодня поговорим, друзья. Разберем его с точки зрения научных прогнозов. И план А и план Б, который показан в фильме. Всем привет, друзья, с вами Фавионыч. И сегодня мы устроим проект «Аве Мария» проверку реальностью. В кино гениальный учитель биологии в свитере спасает Землю от микробов, пожирающих Солнце. Звучит круто. Но что говорит наука 26 года? Президент, кстати, Российской академии наук считает, что нам еще есть что изучать на Земле. Так может быть, зря Гослинг спешил в космос или не спешил? Пишите, кстати, ваши прогнозы, что убило бы нас быстрее, как человечество: астрофаги, климат или искусственный интеллект. И обязательно отвечу всем. Долгожданный стрим с Фавионычем. Мы сегодня поговорим про астрофагов, что это такое, почему они показаны, про таумёбы, соответственно. Дальше разберем реальную политику ИИ, которая указана в этом фильме или не указана. Главную ложь фильм разберем. Посмотрим прогнозы на будущее. Поговорим о бюджете фильма, о том, что он приближается уже к миллиарду, пересек. А также я хочу поговорить, почему это связано с каналом Фавионыча, кто не знает, что такое. Не только фотографии. Это канал про человека, среду и технику. Поэтому мы поговорим про физические основы и химию, про ксенонит, как он перекликается с разгадкой FV-136 и почему, скажем так, это параллельно все происходило как раз, когда писался сценарий, когда писался рукопись 2021 год. Значит, поговорим про противоречия в фильме, которые существуют. Также разберем очень интересные, необычные места съемок, в которых Гослинг проявил свой талант как драматический актер. И узнаем, что не дали ему посмотреть режиссер в моменты ключевых кадров, чтобы реализовать его энергию, показать. Поговорим про случайного союзника, человеческий фактор в фильме и ошибка в расчетах в фильме. Также мы разберем, почему ключевым моментом фильма является фотография, и это признают и актеры в том числе. Поговорим про астрофотографию. И плоскоземельщики, друзья, придется вам посмотреть на мое мнение по поводу съемки Артемиды, которая делалась на Nikon D5. Дальше фото как мост между мирами разберем. Ну и я жду ваших комментариев. Дополнительно, конечно, я затрону тему, какие необычные использовать приемы для съемки, включая живые модели, специальные объективы для Arri Rental, которые были разработаны специально для этого фильма и сделаны. Ну, как здесь участвует Viltrox компания,
Ну и технические ухищрения, на которые шли режиссеры и съемочная бригада, вообще как это все, скажем так, также психологические моменты, это коснемся научного азарта, харизмы актера, отсутствие чего-то в книге или наоборот. Поэтому, друзья, кто смотрел этот фильм или читал книгу, или смотрел, или слушал аудио, напишите свои комментарии, какие у вас впечатления от этого фильма. Значит, кроме этого, я поговорю об отсутствии эффекта принуждения, который не показан в фильме. Он показан очень коротко. Ну и страх и трусость вместо героической позы. Ну и, соответственно, финальные титры и возможность продолжения так называемого сиквела, который уже нас... И поговорим о том, что планируется и уже создана игра по этому фильму. Вот вкратце примерно так. Не знаю, насколько мне там хорошо слышно или нет. Я сегодня... Вот это Рокки, это Фовеныч. Или наоборот. Напишите, как слышно. Наверняка я оставлю в зависимости от того, насколько это будет поток хорошо идти. Будете меня смотреть. Сегодня будет без слайдов показ, поэтому если вам неприятно смотреть на говорящую голову, можете закрыть, заниматься своими делами, просто в фоновом варианте слушать. Я выписал множество всяких полезных слов, поэтому буду обращаться периодически к тому, что я написал, и собрал ту информацию, которая меня тронула. Но прежде всего благодарю, конечно, всех подписчиков и, самое главное, зрителей. Подписчики не так важны, но зрители важны. Вы знаете, что Фовеныч начинал канал, касающийся темы фотографии, поэтому предлагаю с нее и начать. Ну и напишите в комментариях, что вы заметили необычного в этом фильме, если смотрели, или если читали книгу, какие моменты в книге вызвали у вас какие-то интересные ассоциации с современностью 26 года. Мы сегодня, конечно, будем все это в рамках событий 26 года говорить. И не только про полет вокруг Луны, который сейчас все обсуждают, даже плоскоземельщики показывают там фотографии. И известные личности, медийные, да, на честном, скажем так, лице, или как-то говорят, на честных щах, да, рассказывают, что такого быть нельзя, что фотографии неверны, что это нарисовано компьютером, и что это вообще не готово там такое получиться. Кто не знает, я использую в качестве соцсети для фотографий это Flickr, это самая крупная и самая первая площадка для фото. И в этой площадке вы сможете найти огромное количество массивов данных, фотографий с эксхифом, то есть с данными, когда это снято, с описаниями. Точно так же вы можете посмотреть на, например, группу Артемиды. Да? То есть я вам сейчас на телефоне покажу, не буду переключаться между экранами. Для меня это слишком сложно, я же ламер компьютерный. Я вам покажу сейчас две фотографии, которые больше всего привлекают вот этих любителей плоскоземельной земли. Да? Ну вот смотрите, и покажу вам их схифы. Я думаю, что вы остановите на кадр, потом посмотрите. Вот эта фотография, которая на данный момент набрала уже больше 300 тысяч. Так, у вас здесь наоборот, да? Ну ладно, я думаю, что вы увидите все равно. Найти ее будет несложно. Во Flickr она есть, и в принципе в интернете. Значит, я вам сейчас специально открою эксхиф. Описание вы можете сами потом почитать. Здесь есть описание, как это снято, что, на чем. Но самое главное, это данные как бы по камере. И я рассказывал о том, почему взяли именно D5 Nikon. О, что-то, кстати, ярковато, да? А, это, наверное, из-за лампочки. Мне тут подарили такую штуковину. Она тут еще и со светом. Сейчас уберем ее. Вот смотрите. Это эксхиф. Зеркально, да, у вас. Ну, ладно, друзья. Это мой косяк. Ну, я думаю, что вы и так, в принципе, видите, что ISO 5200. 51 тысяча вот здесь. Диафрагма 4. Выдержка, видите, да? 1,4 секунды. Запомните, 50 тысяч ISO. Человек, который рассказывал, что это снято в контровом свете, да, действительно, это снято в контровом свете. Но дело в том, что снимая в RAW, вы можете корректировать потом яркость, вытягивать тени. На этой фотографии не особо видно хорошо звезды. И, кстати, мы еще затронем тему,
как попали настоящие фотографии Хаббла в фильм. И почему этот фильм вошел в книгу рекордов Гиннесса? Именно из-за того, что на борту показывали фильм. Этот фильм мы показывали. Так вот, друзья, это первая фотография, которая уже обработана и которая имеет вот такую выдержку и диафрагму с такой чувствительностью. Дальше листаем. Смотрите, это то же самое, снято с интервалом там несколько секунд, точно так же, контровой. Но здесь, если посмотреть внимательно, здесь гигантское количество звезд видно. Их там просто такое количество, если начнете увеличивать, их там просто невероятное количество. И это тот же самый кадр, снято тоже на D. Видите, чувствительность та же самая. Диафрагма 5,6, выдержка, видите какая? 1/15 секунды. Кто в курсе, может сравнить 1/15 или почти секунда, да? Есть разница, наверное. К чему я это говорю? Можно много рассказывать, что Луна это фонарь, хотя Луна это не фонарь, это отраженный свет. 1/4 секунды, да? 1/4, 1/15. Так вот, темная это та же самая фотография. Вот она как выглядит. А потом она вытянута, сделана светлой. Ну, это для тех, кто, скажем так, живет на плоской Земле. Наверное, будет вам интересно. Но сегодня тема не про плоскую Землю. Сегодня как раз речь о том, что этот фильм, так же как «Интерстеллар», так же как кубриковский «Одиссея», задали стандарт совершенно новой фантастики. Я настоятельно всем рекомендую послушать аудиокнигу Энди Уэйра «Аве Мария» или почитать саму книгу. Потому что эта книга напичкана научными терминами, которые понятны любому человеку, который учился в школе, физику, химию знал, или в институте, или просто интересуется наукой. И она доступным языком объясняет весь процесс, то, что происходит в самом фильме. А процесс этот начинается с того, что наш герой, уж придется вас послушать, кто не смотрел фильм, наш герой попадает в некое Нолана, который играет со временем, да, перемещает вас в другое. Какое возобновление связи? Пропадает, видите, пытаются нас разъединить. Нолан играет со временем. Точно так же и этот режиссер тоже показывает вам склейки из разных времен. Для чего? Для того, чтобы вы почувствовали, как учитель школы, школьный учитель, оказавшись случайно совершенно, как потом он выяснит, в каком-то месте, на космическом корабле, он выясняет, как там он очутился, зачем он очутился. И весь этот процесс в книге написан очень интересно, потому что пытливый ум этого испытателя, учителя, позволил ему разобраться вообще, для чего он здесь находится и какова же цель. И к концу фильма вы понимаете всю драму вот этого выбора, значит, почему он выбирает не Землю, а совершенно другую планету, которая враждебна там во всех планах, и как это соотносится с нашим временем. Почему человечество загнало себя в такой тупик, из которого выход только с помощью какого-то друга, помощника. И сама планета в этом Гослингу. Итак, сегодня мы устроим проверку. Проверка показала, да? Райнольд Грейс приходит в себя на звездолете, ничего не помнит, а Земля умирает из-за падения солнечной светимости. Здесь очень интересный факт, это как раз вот эти астрофаги, которые поглощают свет Солнца, и Солнце угасает. Параллельный, кстати, сюжет, очень интересный фильм «Пекло». Посмотрите, это ранние работы с гениальным актером, который снялся в «Оппенгеймере». Я тогда его, кстати, заметил в этом фильме. Фильм, кстати, тоже очень похож, его сравнивают именно сюжет с угасанием Солнца. Тоже научный фильм. Так вот, учитель биологии именно в свитере спасает Землю от микробов, пожирающих Солнце. Так вот, угроза, кстати, не совсем фантастическая. В реальности похолодания случались на Земле. Вы знаете, что малоледниковый период, который в том числе циклы, вполне вероятно, мы скоро увидим. И по данным астрофизика, пик цикла будет 45-й год примерно. Почему вот я упоминаю 30-е годы?
нынешнего времени, как нечто, что является как бы пророчеством этого фильма. Так вот, похолодания случались, да, но признаем честно, никакие черные частички энергию Солнцу, конечно же, не воруют. Это чистый вымысел, в котором даже не стали бы спорить никто. Так вот, Блок «Наука и вымысел». Что же такого интересного? Я сейчас перейду на другую часть, то, что я написал. Не по физике, а именно расчеты подготовки. Здесь можно говорить о том, что обстановка, в которой это все происходит и которая выясняется, да, это кризис на Земле, по большому счету. И инопланетный материал, который обнаруживает потом вскоре самый главный герой, ксенонит, это материал на основе ксенона, который является, собственно, газом, но в фильме он показан как материал, который прочный и твердый, то есть твердое состояние. Если внимательно прочитать саму книгу «Аве Мария», становится ясно, что Энди Вейер выстроил сюжет так, что человечество в одиночку не справилось бы ни при каких обстоятельствах. И спасение землян в книге – это не результат нашего технологического превосходства, а цепочка невероятных случайностей. Вот почему у нас вообще никаких шансов нет. Не было. И здесь фундаментальное научное неравенство. Земные инженеры, которые создавали Аве Марию, опирались на известную физику. И корабль, который они создавали, он как бы на тот момент считалось, что это технология, которой сейчас мы живем. Да? То есть шансов нет добраться до той планеты, которую обнаружили, что там вот этого процесса нет, угорания звезд. Хотя вокруг все звезды были заражены. Так вот, для того, чтобы это выяснить, и отправили, как потом оказалось, главного героя. Материал инопланетный ксенонит, который упоминается, который защищал главного героя, когда он входил в корабль, и, собственно говоря, Рокки. Без этого материала, собственно говоря, постройка цепи, например, цепи для забора таумёб, которые в дальнейшем стали ответом на вопрос, как же решить проблему вот этого потока частиц, которые перемещались с Венеры на Солнце и наоборот, в обратную сторону. Который, кстати, в фильме прибор назван, помните, как петровоскоп, от слова Петрова, линия Петрова. Так вот, цепь, которую они спускали на планету для забора проб, была как раз построена из этого материала. Здесь много всяких интересных так и пересечений, вот эти знаки, цепи, сами материалы и вообще топливо. Так вот, для того, чтобы доставить корабль на околосветовой скорости, близкой половины, на расстоянии 8 или больше световых лет, наши технологии, современные земные, да, они страдают от тирании уравнения Циолковского. А ириданцы, которые не знали, кстати, теории относительности, они просто залили в баки свои астрофаги этих источников почти бесконечной энергии и, в общем говоря, решили эту проблему. Это вот как раз неравенство. Живучесть. Люди были хрупкими мешками с водой. Рокки же без скафандра выходил в открытый космос, а его физиология позволяла ему работать в средах, мгновенно убивающих человека. Еще я на что бы хотел обратить ваше внимание, что из 3 основных героев фильма, это Рокки, сам герой Гослинга, и Ева Страт, которую гениально сыграла актриса, но в фильме почему-то она там песенки поет, и она показана какая-то такая вроде... В книге она абсолютно безэмоциональная, и она смогла переступить этот барьер для того, чтобы спасти человечество и сжить из себя как такового человека. Она всех там пинает, политиков,
невзирая на все распри, она вхожа во все кабинеты, она сама решает, что делать, каким странам, то есть вообще интересно. Так вот, земные лидеры, включая Еву Страт, совершили фатальный просчет. Они отправили одну миссию с 3 астронавтами, который был, кстати, один китаец и русская, среди которых только один был ученым. Да и тот попал на борт насильно. И, кстати, в фильме очень коротко показано, как на космодроме Байконур, когда его уговаривает Ева Страт, он отказывается. А в книге это все подробно написано, что он не смог перешагнуть свой барьер. Он сказал, что я не полечу, я не хочу умирать, причем это билет в один конец. Он знал об этом. Поэтому ей пришлось сделать, грубо говоря, то, на что, в принципе, она и готова была пойти ради человечества. Она его отправила насильно, то есть его усыпили, ввели в медикаментозное состояние комы, и он оказался на корабле. И ставка делалась на героизм и гениальность, а не на системный подход. Значит, еще интересное очень в фильме показаны это повреждения в пути. Практически во всех фантастических фильмах это есть. Повреждение техники, раз уж мы про технику говорим. Значит, даже долететь нормально не получилось. Почему? Потому что из-за отказа системы охлаждения радиатора во время длительного ускорения погибли 2 других члена экипажа – Яо и Илюхина. Грейс, собственно говоря, сам чудом каким-то невероятным выжил, и благодаря устойчивости именно к коме, а отбор космонавтов происходил именно на вот этом показателе устойчивости, он остался в полном одиночестве, с амнезией, с полной потерей памяти и без поддержки, как, в принципе, и сейчас у многих происходит. Так вот, плана «Б» никакого не было на этот случай. Хоть и были варианты, что, скажем так, что-то они обнаружат, и можно будет отправить информацию с помощью, опять-таки, вот этих 4 зондов, которые назвались в книгами «Жуки» в честь Битлз, то есть их даже назвали Пол, ну и всех остальных, да. Так вот, долететь нормально не вышло. И программа «Авиа Мария» была жестом отчаяния, по большому счету, для Земли. Как, в принципе, и сейчас это происходит. К моменту отлета корабля астрофаги уже пожирали энергию в атмосфере, и Земля готовилась к полному тотальному замерзанию. Второго шанса просто не предусматривалось совсем. А поскольку время было ограничено на полет и на обратную передачу информации с околосветовой скорости, потому что расстояние до Тау-Кита было, по-моему, 8 световых лет. Какие еще ошибки? Случайный союзник, да? Самый важный аргумент – это то, что герою удалось сначала найти, почему эта звезда, куда они летели, не пожирается астрофагами, а Тау-мёба. И назвали как вместо амёби амёба Тау-мёба от Тау-Кита. Это единственное спасение оказалось для человечества. Грейс не добыл бы ее сам, и сценарий, собственно говоря, спасения выглядел примерно так. То есть Грейс случайно встречает корабль Эридан, вероятно, это астрономическая мала, и возможность встретить такое. И налаживает случайно контакт с существом, чья биология на 95% вообще несовместима, да? Потому что он живет в атмосфере 25 больше, чем наша земная, и еще и в аммиачной среде. Но он налаживает с ним контакт и с помощью технологии самого пришельца Роки из ксенонита строит ловушку для микроорганизма в атмосфере Эридана. Человечество не смогло бы даже добраться до нужной точки для отбора проб из-за радиационного пояса планеты. По большому счету здесь показано, что даже если вы куда-то летите, к Жордании и к Марсу, вы не можете все предусмотреть. Вы можете столкнуться с некими явлениями, да, как на Земле, где все закончится очень быстро. Космос не прощает ошибок. Еще человеческий фактор. Да?
Хуже всего то, что квадриллионы астрофагов уже двигались от Венеры к Солнцу, и времени практически не оставалось. Грейс, самый главный герой, по большому счету он украл победу. Он действовал как изолированный индивид, предавший свой вид ради друга. Почему это произошло и почему Энди Уэйер сделал именно такой шаг, что человек, который отказывался лететь на смерть, он возвращается и спасает своего нового друга и отказывается возвращаться на Землю. И это ключ как бы всего фильма, я бы сказал так. Сначала спас Рокки. Сначала, кстати, Рокки его спас. Потом он спасает Рокки, собственно, рискуя собственной жизнью и миссией. И добыл там амебу, вывел множество поколений для того, чтобы она была устойчива к атмосфере Венеры, куда она должна была отправиться. И только тот факт, что эриданцы построили ему на Эридане купол, да, когда он уже вернулся на их планету, позволил запустить производство хищных микробов для отправки их на Землю в автоматических жуках. Ну, то, что я говорил. Без эриданского убежища, которое показано в самом конце фильма, купол так называемый, да, здесь тоже перекликается все со знаками купола, что мы живем под куполом. И промышленности самих эриданцев найденное лекарство осталось бы в мертвом корабле, и ничего бы не получилось. Таким образом, роман — это не история о триумфе людей, вот что самое интересное. И я об этом всегда говорил, что в этом фильме показано, что человечество, оно недостойно того, что его спасли. Это история о невероятном везении, которое сопровождает многих великих людей. У человечества не было шансов, потому что мы были слишком хрупкими, слишком медленными и слишком одинокими в галактических масштабах, как и сейчас. Спасти Землю могла только дружба двух видов, возникшая вопреки всем законам логики и вероятности. Так что вот, друзья, если вы хотите обсудить и другие научные расхождения между книгой и реальностью, напишите, дайте знать. Теперь смотрите, что еще я хочу вернуться опять-таки к фотографии. В фильме «Проект Ави Мария» фотография — это не просто реквизит, а очень важный, эмоциональный и сюжетный инструмент. Они связывают ксенонит. Ксенон уже стоит, уже заряжен, готов. И даже уже что-то там снято. Так вот, ксенонит они связывают прошлое и настоящее героя, а также служат мостом между разными культурами. По мнению актеров и многих участников фильма, ключевые сцены с фотографией описаны в фильме. Это самый главный момент. Фото и вещи погибшего экипажа. Это самая пронзительная сцена в фильме. И в книге, кстати, тоже она очень сильно впечатляет в самом начале. Когда Рональд Грейс приходит в себя на корабле и обнаруживает, что остальной экипаж мертв, просто как мумии. Он находит их личные вещи и настоящие фотографии самих актеров. Фотографии были показаны реально настоящие самих актеров. Это документальная фотография. Это один из самых сильных моментов. Грейс смотрит на лица Яо и Илюхиной, пытаясь вспомнить их и осознать груз ответственности за людей, за человечество. И вот здесь очень интересно важно. Сам режиссер, когда отправлял на вот эту съемку сцены Райана Гослинга, сделал такую вещь. Он ему сказал: помни, кем были эти люди. И он не знал, что было в этих сумках. То есть Гослинг не видел фотографии, которые ему придется вытащить из ящика. И это его эмоция, именно актера, это искренняя импровизация. Хорошие фильмы как раз этим отличаются. Теперь перейдем к астрофотографии, которую я частично вам показал. И в фильме есть множество реальных фотографий с космических аппаратов, живые фотографии, которые вы можете также во Фликере увидеть. Так вот, астрофотографии в титрах. На протяжении всех финальных титров зрителям показывают реальные снимки дальнего космоса. Во-первых, сделаны аппаратами, во-вторых, сделаны фотографом Родом Празерсом. Создатели фильма принципиально отказались от использования
CGI, так называемый, да, или изображение, сгенерированных нейросетью, которое сейчас пронизало все. Ну, мое мнение все-таки, и я смотрю выпуски многих блогеров, они тоже уже пришли к выводу, так же, как и голливудские актеры, что ИИ как бы будет ограничен во многих планах, если это, конечно, получится сделать. Ну и все это сделано для чего? Для того, чтобы показать красоту настоящей вселенной в фильме. Теперь, что касается фотографии как некому инструменту, да, или мост между разными мирами. Это кино о том, и быть свидетелями. Прервали нас. Это кино о том, чтобы смотреть и быть свидетелями друг друга. В сцене на пляже, когда он находится на космическом корабле в комнате релаксации, Грейс видит фигуру, идущую к нему. Как потом выяснилось, это метаморфическое изображение его будущего «я». И здесь мы касаемся психологии и всяких там эзотерических вещей, в которых мы живем. На Ириде. Своеобразное фото из будущего. И здесь мы опять-таки возвращаемся к моей мысли о том, что если вы видите только один кадр, не видите всю пенопленку, то вам будет очень тяжело в жизни. Таким образом, сцена с фото в фильме выполняет роль мостов между разными временами и разными формами жизни, объединяя людей через образы и память. А фотография — это искусство образов, образное искусство. Что еще? Значит, я обещал вам поговорить про необычные какие-то камеры. Значит, была история с очками, да, Райана Гослинга, когда речь шла об оправе Римвей от Селверау. Эта оправа была выбрана, чтобы сделать героя визуально умнее, как бы. И здесь, конечно, очень сложно с оптикой, потому что снимали в закрытых каких-то узких пространствах, особенно съемка с коридора, для которой специально сделали там огромное количество лампочек аналоговых, подсвечивали все, чтобы это выглядело как космическая такая штуковина. Так вот, оператор Грег Фрейзер не просто взял готовые объекты с полки, имеется в виду объективы, а он создал уникальный гибридный парк оптики, который до него никто не использовал. Значит, это кастомные аноморфоты. Кто знает, что такое аноморфотная оптика? Это оптика, которая позволяет уместить в стандартный кадр, а потом в обратную сторону растянуть до широкого формата. Но если бы это был просто широкий формат, горизонтальный, это одно. Но основой визуального стиля стали специально изготовленный заказ объектива Arri Rental. Фрейзер пришел к инженерам компании с безумной идеей. Он хотел снимать на полный сенсор камеры Alexa 65, но при этом получить вертикальное сжатие аноморфотной оптики. То есть не так, а вот так, наоборот. То есть, по сути, повернуть оптику на бок, чтобы заполнить высокий кадр IMAX. Мы как раз упоминали, что этот фильм уже как бы показывается в IMAX. Результатом стал абсолютно новый эксклюзивный комплект оптики для этого фильма. Я думаю, что не только для этого. Какие именно фокусные расстояния донорские линзы используются, Арри держит в секрете. Ну, это понятно. Мы знаем лишь только результат. Уникальное совершенно боке, которое вы увидите, когда посмотрите, и совершенно невероятные блики, которые, ну, ни на что не похожи. Физически невозможно получить на стандартных объективах, их нельзя. Еще очень интересная особенность при съемках фильма, в которых я нашел информацию, помимо секретного кастомного комплекта в ход шли еще и серийные модели, которые помогали зрителю на подсознательном уровне отличить холодный космос от теплых таких возвращений, флешбеков на Землю. И здесь значит, Фрейзер использовал Atlas Mercury 1,5X. Это насадка для мягкой кинематографических аноморфных сжатий без излишнего вайба голливудского блокбастера. И вторая — это Vilrix Luna. Это более доступный для людей аноморфот, который, тем не менее, отлично держит картинку на большом экране. Переключение между этими системами, кастомными линзами, о которых я говорил, позволило менять соотношение сторон кадра от 1,43 до
полноценного синемаскопа 2:39:1, которым, в принципе, снимает большое кино. Мгновенно перебрасывая зрителей из камерной драмы в эпический хай-фай. Еще технические ухищрения при съемках фильма, касающиеся оптики, это радужный фильтр. Значит, сам режиссер вдохновился использованием этого фильтра благодаря съемке «Космической Одиссеи» 2001 года Кубрика. Приветствую, Олег, привет. Не знаю, кто пришел. Мы сегодня обсуждаем гениальность фантастического фильма, связь его с 26-м годом и пророчество этого фильма, которое, считаю, на 30-е годы все показано. Пишите в комментариях, что вы читали вы книгу, смотрели этот фильм. И, значит, дальше возвращаемся опять к техническим ухищрениям. Радужный фильтр дал разнообразные муаровые блики на источниках света, которые вот в том числе использовали при съемках туннеля, при съемках внутри корабля. И они стали визитной карточкой флешбека фильма. Собственно говоря, когда я увидел трейлер и уже как бы съемки, начальные съемки этого фильма, была информация несколько лет назад, как раз вот я обратил внимание, что картинка была совершенно не похожа на все, что снимали в космосе. Это благодаря вот этим приемам. И еще тоже интересный подход, это кто снимает инфракрасной фотографией занимается, знает, что при удалении инфракрасного фильтра мы можем снимать на фото и кинопленку инфракрасные картинки, где деревья становятся белыми, где темными становится все остальное, там вода та же самая. И так вот, в сенсоре Alexa 65 был снят инфракрасный фильтр, он убрал его, чтобы превратить невидимые инфракрасные диоды. Это когда снимались астрофаги в темной комнате, эксперимент, когда он их ловил, там 4 штуки они потеряли. Так вот, и превратил их в волшебную розовую пыльцу, как он описывал, прямо на съемочной площадке. Прием, кстати, очень необычный для вот такого визуального эффекта, причем это же все зрители видят. Это тот случай, когда оптика и химия камеры стали авторами сюжета. Если захочешь углубиться в какой-то из этих технических моментов, напиши. Это я так написал. Да. Давайте еще я вам прочитаю то, что я еще нашел информацию. Значит, в отличие от образа, созданного Райаном Гослингом на экране, где он представляет это касающихся характера и в книге, и в фильме. Райан Гослинг на самом деле харизматичный герой. Книжный доктор Рейнольдс Грейс, которым я прочитал, он достаточно глубокий человек в научной среде и вообще по самоуглубленному изучению вот всех аспектов жизни, я бы так сказал. И он более противоречивый, чем сам показанный в фильме. Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Мюллер создали ставку на зрелищность, эмоции, понимая, что они хотели сделать массовое кино, потому что поместить эти 18 часов, там даже аудио сценария как бы в фильм, который длится там меньше 3 часов, практически невозможно было. И мне было очень интересно, друзья, увидеть, как же все-таки книга, что же получится сделать в фильме после такой грандиозной книги. И я, честно говоря, не был разочарован, потому что, во-первых, много добавилось туда, и многие сцены, которые не вошли, как бы не было в книге. Или наоборот, очень многие важные, по моему мнению, как инженера, они вообще не вошли в фильм. Для упрощения, скорее всего. Поэтому несколько ключевых аспектов из книги были упущены, и так я написал. Вот что именно Гослингу по задумке создателей, а вы знаете, что после того, как был написан сценарий и уже была практически написана книга, рукопись была отослана Гослингу, и он уже знал, что будет сниматься в этом фильме, и адаптирован для съемки вот этой озвучки этой книги. Так вот, что же ему не удалось, актеру, и не получилось. Научный азарт уступил место харизме. Вот такое я написал. Самое заметное изменение – это то, как мыслят и решают проблемы два Рейнольда Грейса. В книге
Сам главный герой – это ходячий научный метод. Потому что благодаря научному методу он смог понять, где он, зачем он и какова цель его вообще всего. И как это разматывается в книге, это совершенно невероятно. Это действительно настоящий научный подход. Вейер написал роман так, что внутренний монолог Грейса – это сухой, точный расчет и бесконечные эксперименты. И здесь, конечно, такое несопоставление, потому что в книге все по-другому, в фильме. Его интеллект в книге – это истинная суперсила, а читатели буквально смотрят на мир через призму его гипотез и ошибок, что создает уникальное чувство восторга. Это действительно вот именно чувство восторга, когда читаешь эту книгу или слушаешь. А в фильме Гослинг играет живого и обаятельного парня в худи или в футболке с надписями, который больше шутит и рефлексирует, чем читает и считает. Ну, для зрелищности, конечно, режиссер пошел на такие приемы, как он сместил с научных изысканий на комичные падения в невесомости, кич, дружеские отношения, сроки, заменив, собственно говоря, саму науку, саму текстуру науки на попкорновское зрелище. Я согласен полностью, но все равно фильм оставляет большое такое сильное впечатление. Ну и отсутствие так называемого эффекта принуждения, о чем я говорил. Книжный Грейс летит спасать Землю не по доброй воле. Его накачивают наркотиками и насильно загружают на борт против его четкого согласия. Этот факт создает мощную психологическую травму внутри него, которая паскудно влияет на всю первую половину книги. И действительно, половина книги рассказывается именно о том, как он вообще выходит из этого состояния абсолютной депрессии. Грейс чувствует себя использованным ресурсом. Так и есть. В фильме этот эпически сложный момент существует. Но, судя по обзорам, его острота сглажена, и он не становится определяющей чертой образа. Гослинг не показывает ту глубину отчуждения и сломанной воли, которая есть у персонажа в книге. Я считаю это очень большим упущением, и здесь это должен быть другой актер, по моему мнению. Хотя я не выбрал, да. Страх и трусость вместо героической позы. Тоже интересный момент. Пожалуй, самое главное, что не смог передать Гослинг, это отсутствие героизма в привычном понимании. И книга полна действительно истерик, всяких там вспышек и попыток вообще суицида. Пример из книги. Когда Грейс узнает, что миссия «Билет в один конец», когда он уже доходит до этого, он открыто заявляет: «Я боюсь, я не хочу умирать. Я вкладывал в этот проект и заслужил право жить. Я не полечу, и это окончательно». Это на земле. Это не минутная слабость, а фундаментальная позиция самого героя. А в кино, в фильме он все выглядит так, как будто харизматичный Райан Гослинг слегка, понервничал там, и ладно, там что там умру скоро, там у меня еда кончится и все. Но быстро берет себя в руки. Вот такой вариант. Финал. Это еще не все, друзья. Если вы еще не заскучали, я немножко почитаю то, что я набросил. Да. В книге Грейс не просто остается на Ириде, потому что ему там понравилось. Он осознанно выбирает спасти Рокки и его вид, жертвуя возвращением домой. Я повторюсь, как говорится. При этом в романе почти прямо сказано, что у Грейса на Земле нет глубоких эмоциональных связей. Его дом не там. И я считаю, что основное в книге именно вот это, то, что я хотел поговорить. Почему он делает такое решение, да? Это решение на самом деле философское. Как я и говорил в своем шорте, да, он отправляется, бросает Землю и отправляется учить инопланетных камней или детей, да, науки, потому что для него это ценнее. Учить кого-то или открывать кому-то новое что-то, да, гораздо ценнее, чем быть просто героем на своей планете. Ему это не нужно. Фильм, по словам режиссера, намеренно делает этот финал более открытым и голливудским, потому что есть возможность продлить, оставляя герою шанс просто выбирать из двух хороших вариантов, что психологически гораздо менее драматично. Так что вот. Все равно Гослинг сыграл замечательно в этом фильме. И я думаю, что это новый вообще этап в его карьере. Не получилось на гения сыграть, слегка сломленного персонажа.
Он остался только таким на страницах книги. Давайте немножко поговорим о ксеноните и о фавионе, да, 136. Кто смотрел или будет смотреть мои выпуски сценария, который написал много лет назад, потом уже записал видео, фантастический сценарий, где FV-136 это тоже по совершенно случайному обстоятельству, можно так сказать, в то же самое время, где-то 19-20 год, когда писалась книга, я предположил, что тут 136 элемент таблицы Менделеева тоже инертный газ, как и ксенон, который еще не открыт, 136. Я его назвал фавион 136 или FV 136. Так вот, что мне выдал интернет по поводу этого? Есть ли связка между ксенонитом и FV 136 фавионик? И он мне написал, что это не столько химическая реакция в реальном мире, сколько изящный сюжетный мостик. Мостик, опять-таки. И немного маркетинговой пасхальной яйца внутри вселенной проекта Марии. То есть он нашел между ними какую-то связь. Почему эта связь возможна, он написал так. Точка отсчета, что такое ксенонит? Прежде всего, вспомнить суть материала. Ксенонит – это твердый, конструкционный материал ирриданцев. Это роки. Основой которой является инертный газ ксенон. Кстати, ксенон, кругом ксенон, здесь тоже ксенон. И самое интересное, что человек, который создал это, я про него записывал ролик, в 25 году, ему было всего 25 лет. Он создал этот объектив и тоже назвал его ксенон. Не в честь газа, а скорее всего в честь понятия ксенон. Так вот, ксенон в обычных условиях вступает в реакции крайне неохотно. Это инертный газ. Условия соединения стабильны только при чудовищном давлении, 26 атмосфер не просто так в фильме выбраны, и жаре планеты, ирит. В земных условиях ксенонит, по логике автора, должен быть инертным и неразрушимым. Значит, статус. Это гипотетический класс соединений, которого пока не существует в нашей таблице Менделеева. Ключевое слово «пока» не существует. Так вот, ключ к разгадке FV-136 фавионик. Этот язык часто путает с формулой вещества, но на самом деле это имя собственного решения, то есть фавионыч. Или игровой никнейм сенсора камеры Фавион X3. Да. Это не состав, он написал, а номер попытки, как я и предполагал, 136-я попытка, которую предложил сам создатель FV-136. В сценарии фильма, книги эта связь работает как символ того, что инопланетная угроза астрофагии была побеждена не чистым земным знанием, а случайной удачей или нестандартным мышлением. Понимаете, о чем речь, да? Главное противоречие физики против сюжета. То, что делает эту связку интересной находкой, кроется в физическом парадоксе, как и все в нашем мире. Если FV-136 земное вещество или микроорганизм, который смог уничтожить астрофагов, поедающих само Солнце, как минимум странно, что он взаимодействует именно с ксенонитом. Значит, почему это вызывает вопросы у физиков и химиков при разборе? Инертность. Ксенонит стабилен при земных условиях. Если бы корабль Рокки просто Иначе бы корабль Рокки просто испарился бы и взорвался в нашем космосе. Он не может вступать в химическую реакцию с FV-136. Видите, как написал. Инертный газ под экстремальным давлением становится твердым, но при снятии давления должен был либо распасться, разложиться, либо стать замороженным. То есть абсолютно не реакция способна. Так что прямая химическая связь ксенонит плюс FV-136 лишь факт, что FV-136 оказался ядром именно для астрофагов, а ксенонит просто выступал инертным газом. Так что вот. Вот вывод. Если я вас не совсем еще утомил, посмотрите в записи, напишите. Может быть, вы вообще ничего не поняли, о чем этот ролик, да, о чем этот выпуск. Давайте посмотрим еще на научные аспекты, которые заданы в этом фильме. Значит, мы помним, да, что высасывают эти микробы в звезду.
А ученые говорят, что высосать свет солнца нельзя. Это милая идея, но нет, никак. Да потому что размер микробов, да, несопоставимы с масштабом самого Солнца или звезды. Это как бы, если бы комар пытался высосать, выпить весь океан. Интересно. В книге Вейера в фильме корабль Аве Марии движется с помощью выброса как раз-таки астрофагов, то есть с помощью выбросов света, которые они генерируют. И в 26 году, друзья, внимание, это уже не просто теория. Смотрите, что произошло. В реальности развитие космической связи и энергетики идет очень большими шагами. В ИЕ, это сертификация, в своем отчете за этот год прямо говорит о буме спутниковой связи и новых способах передачи энергии. До полетов, конечно, до Китая очень далеко, но световые двигатели уже планируются и уже есть даже вбросы в информационное поле, что такое будут делать. Что же реально в фильме? Ну, психология человека. Грейс и Рокки в фильме постоянно что-то делают. И смотреть, конечно, за этим очень интересно, читать еще интереснее. Они постоянно что-то косячат, что-то пересчитывают, исправляются. Грейс собирает из 2 ноутбуков устройство коммуникации для того, чтобы понять, на каком языке. А язык — это звуков, друзья. Внимание, звуков, о чем многие говорили еще 1000 лет назад, что наши глаза нас обманывают, а звук позволяет нам увидеть это совершенно в новом свете. И Рокки, вы помните, общается с помощью звука и санирует как бы пространство с помощью звука. В финальных кадрах, когда возвращается Грейс спасать Рокки, он тоже стучит, и он определяет, что Грейс вернулся. Дальше немножко коснемся реальной политики, которая показана. В книге подробно расписано международное сотрудничество. Там участвуют Китай, Россия, США. И в едином порыве они спасают планету. В 26 году это выглядит, как скажем, оптимистично. В реальности президенты Российской академии наук говорят, что о техническом суверенитете и национальных проектах, они об общем звездолете каком-то. Единственное, что для нас всех сейчас объединяет, это борьба за хорошие чипы памяти, ну и удобный, доверенный искусственный интеллект. И почему же, кстати, искусственного интеллекта не показали на борту корабля, что вообще странно для такого времени? И почему Грейса железный робот, который его обслуживает, железный компьютер? У нас же в 26 году уже есть помощники и агенты. И агент становится стандартом в бизнес-среде, энергетике и даже медицине. Вот представьте себе корабль, там этот Аве Мария, который с Грейсом спорил бы не робот этот железный, который показан, а адаптивная нейросеть, которая читает биоритмы его и уже определяет, как бы, что нужно, что не нужно. Хотели бы, кстати, вы такого помощника иметь, как в фильме, или он вас замучил бы там своим видом одним только? Давайте еще поговорим о лжи в фильме, да? И, ну, можно сказать, искажениях сильных таких. Главная ложь фильма — это одиночество в космосе и психология. То, с чем столкнулись космонавты и сталкиваются постоянно, в том числе и которые летали вокруг Луны. Главная проблема фильма не физика. Главная ложь, как быстро Грейс превращается из школьного учителя в супергероя. Для меня это тоже было не очень приятно смотреть, потому что просто очень странно это. Одиночество в космосе, потеря памяти, осознание гибели Земли. Гослинг, он справляется с этим в таком в шутливой манере, в таком одежде, там всякие шуточки. Эта психологическая адаптация в фильме показана как бы вообще очень легко, что там вообще все гладко, и он один, там все хорошо. В реальности и на космической станции у меня постоянно разрывается связь, друзья.
Значит, помните, я обещал вам про прогнозы, да, почему этот фильм я тоже сравниваю с аналогичными прорывными фильмами, как «Космическая Одиссея», как «Тайна багровых туч» Ушанцева, как 69-го года, «Стартрек», как «Интерстеллар», где показано было впервые реальное изображение черной дыры, которое потом подтвердилось. И многие вещи, которые потом сбылись. Понятно, что никак я не могу упомянуть и Карпентера с его фильма «Where Live». Я делаю разбор его как раз во времена пандемии и показывал, как Карпентер даже в первых кадрах показал все события 19, 21, 22 года. Посмотрите этот ролик, если вам интересно. Это было много лет назад. Точно так же и сейчас режиссер и автор Анди Вейер показали вам реальный мир будущего. Так вот, прогнозы на будущее. Сбудется ли? Напишите, кстати, обязательно в комментариях сейчас, что вы считаете, что действительно уже сбылось, а что сбудется. Спасение Земли микробам не доверят. Если грядет кризис, мы будем решать его на Земле с помощью искусственного интеллекта и энергетики замкнутого цикла. Верите в это или нет? Напишите в комментариях. Второе, это мы не одни. То есть человечество не единственный вид разумный во Вселенной. Идея встретить инопланетную жизнь в виде каменного паука – классный сюжет. Но ученые считают, что пока место для базы на Луне, а не искатели дырки. Дальше бюджет. Фильм собрал много денег. И, честно говоря, динамика очень такая серьезная. Бюджет 200 миллионов уже перекрыт многократно. И, значит, космос интересен. Так же, как для меня, школьникам, был интересен всегда смотреть в телескоп, фотографировать звезды. И сейчас даже на iPhone можно снимать. Поэтому это вселяет надежду. Но пока мы смотрим такое кино, у реальных наук есть стимул двигаться вперед. Поэтому этот фильм – толчок развития и интересу к космонавтике, ко всему, что связано с наукой. На Землю упала линия Петрова. Вот эта штуковина. Опять прервалась связь. Так вот, если бы сейчас на Землю упала линия Петрова, какую одну единственную технологию из вашего смартфона вы бы передали ученым? Напишите. Друзья, всем спасибо. Сейчас мы с вами побеседуем. Записи, я обязательно прочитаю ваши комментарии. Ну а всем желаю, конечно, посмотреть фильм. И главное, послушайте в аудио варианте эту книгу или прочитайте ее. Это гораздо важнее, чем посмотреть фильм. Хотя фильм, конечно, стоит того, чтобы его посмотреть. И с вами был Фувёныч. Я не буду вас сегодня замораживать там еще на какие-то темы. Мы сегодня обсуждали «Аве Мария», замечательную книгу Энди Вейера, фантастику или не фантастику, про человека, про среду, про технику и место человека в ней. Я благодарен всем, кто пишет комментарии. Длинные видео я стал реже записывать, но, скажем так, помощники, которые сейчас на Ютубе дают какие-то советы, я собрал статистику, я постоянно ее собираю уже многие годы, говорят о том, что короткие видео почему-то смотрятся лучше, и длинные видео я все-таки постараюсь на разные темы вам что-то записать. На разные темы. Так что не только про космос, не только про какие-то вещи фантастические, но и абсолютно реальные. Ну, практически все, что я отметил, сегодня я поговорил об этом. Я обязательно жду ваших комментариев. Ну, и если кто-то еще не смотрел этот фильм, ну, смотрите его внимательно. Может быть, не один раз. И тогда, наверное, все-таки, может быть, откроется для вас какое-то новое дыхание. Может быть, что-то вы обратите внимание, что показано, что еще не существует, или наоборот уже существует, но не явлено. В этом и прелесть фантастики, как таковой, и научной фантастики, которая всегда мне нравилась. Ну, надеюсь, что звук был нормальный, и вы не надоели смотреть на мою рожу. Желаю всем хороших выходных, отдохнуть, хорошей погоды, отличных кадров. Занимайтесь пленочной фотографией, аналоговой фотографией, смотрите аналоговое кино. Ну и верьте, что Рокки всем нам поможет. Это точно. Увидимся, друзья.
Пока.